Уважаемые дамы и господа, я рад всех приветствовать на открытии клуба «Кавказский круг». Что это за инициатива, кто его создатели, что будет происходить дальше, об этом будут выступления участников и дискуссия. 4 ноября не время отдыхать, а время работать. И я хотел бы начать с очень главного тезиса мотивы. Потому что все спрашивали, а зачем это нужно, а кому это нужно, и вообще, что вы хотите с этого поиметь. То есть понятно, что когда мы говорим о подобных общественных гражданских инициативах, всегда за этим ищут заказчика. Бизнес-структуры, политические структуры. И очень сложно бывает объясниться, то есть не все любят называть этих заказчиков, а еще сложнее назвать заказчика, когда такого заказчика нет. И хочется просто вспомнить слова из фильма нашего советского периода. Есть такая профессия — Родину защищать. Вот мне кажется, что сегодня накапливается критическая масса интеллектуалов в России. Я под Россией предполагаю все пространство, от Калининграда до Камчатки и от Кавказа до севера. Накапливается какая-то критическая масса интеллектуалов, которые там, словами Андрея Шкирова, философа, начинают создавать партию воображения. То есть объединяются на каких-то общих ценностных мотивах, на каких-то идеологических основаниях в какое-то такое юридически неоформленное сообщество, комьюнити. Мне кажется, что вопрос только в этом, что мы нашли друг друга просто потому, что вот мы одинаково мыслим, и ценности, какие-то ценности, о которых я буду говорить дальше, у нас общие, и поэтому мы загорелись этой идеей объединить подобных нам. Мы думаем, что таких должно быть немало. Проблема разговора о Кавказе в том, что отсутствует конструктивный диалог. Во-первых, эта тема под запретом. Во-вторых, эмоциональная составляющая, которая присутствует в экспертном сообществе, когда, если радио послушать, когда приглашают гостей То есть сегодня радиостанции, например, на этом зарабатывают себе рейтинг. То есть они приглашают двух героев с противоположной биполярной позицией, и интерес будет передать только тогда, если они между собой подерутся в эфире. И вот в таком эмоциональном противостоянии сегодня ведутся якобы экспертные дискуссии. Мы бы хотели конструктивного диалога без эмоций, максимально в таком научном, в интеллектуальном, конструктивном ключе. И для того, чтобы вообще говорить о любых проблемах в стране, особенно гуманитарной такой сферы, нужен какой-то инструментарий. Но вот я взял за основу, и я думаю, мы обсуждали, что и клуб будет работать в таком формате. Есть такой не нами придуманный форсайтинг. Это научный метод прогнозирования и формирования будущего. Форсайт предполагает не только тренды и гипотезу будущего, но он еще и дальше заставляет нас думать, а какое будущее у нашего будущего. То есть вот этот образ будущего, который я рисую как эксперт, оно к чему дальше приведет? Что бы там ни говорили, но если тенденции будут продолжаться, то в целом вообще жизнь на Кавказе будет архаизация. Вот эта архаизация и выход оттуда русской культуры, это наверняка приведет к цивилизационному кризису и к очередной войне. Ясно, что Кавказ как геополитический регион очень важен, и никто его отдавать не хочет, это будет вечная драка, и я думаю, что война в этом смысле неизбежна. Если русские, как такая титульная нация вообще европейского региона, от Калининграда до Камчатки, не в состоянии разобраться с Кавказом, то есть решить этот вопрос культурный, цивилизационный, политический, социальный, значит капитуляция русской культуры просто перед историей. На сегодня наш клуб, его ядром является 9 человек, молодых специалистов, политологов, историков, юристов, общественных деятелей. И несмотря на некоторые славянские фамилии в общем списке, все люди непосредственно связаны с Кавказом и как минимум обязаны происхождением. И за недолгое свое существование мы успели выработать основные позиции клуба. Первой и самой главной позицией является то, что мы не обсуждаем и не поднимаем вопрос о самоопределении и отчуждении Кавказа и Северного Кавказа в частности.
Любые вопросы, которые будут подниматься на обсуждение клуба на заседании, будут рассматриваться комплексно, с разных точек зрения, а события, действия и поступки объясняться будут, а не интерпретироваться. Также все вопросы, проблемы и выводы будут рассматриваться и анализироваться чисто с научно-практической точки зрения, что и будет отличать этот клуб от других ныне существующих организаций. Это не будет единичным заседанием, единичной встречей такой. Оргкомитет будет собираться еженедельно практически по средам в 6 часов. Заседания у нас всегда открыты, приглашаются все. Также мы планируем на данном этапе делать большие круглые столы по заранее обозначенным темам с приглашением каких-то знаковых личностей. И на данном этапе мы планируем расширение нашего клуба за счет выходцев из других республик. Так сложилось изначально, что у нас однобоко была представлена публика, это со стороны в основном дагестанцев, потом пополнилось из Карачаева-Черкесии, но у нас много других республик, которые, несмотря на то, что они схожи, имеют примерно одинаковые проблемы, но в то же время ребята из этих республик, да, интеллектуальный потенциал способны внести какие-то свежие новые идеи, которые возможно применить и для других. Я непосредственно на следующей неделе буду находиться на территории Чеченской Республики, скорее всего в Ингушетии, в Дагестане, и буду привлекать уже непосредственно на местах специалистов, которые будут заинтересованы данной тематикой. Сегодня, как вы знаете, мы празднуем День народного единства. Вообще сам праздник, как известно, был, ну, если не придуман, то, по крайней мере, предполагался, основывался как празднование народного единства, да, единство всех народов нашей страны, да, России, населяющих ее. Однако само празднование, к сожалению, начал приобретать довольно-таки, я бы сказал, такой раскольнический характер. То есть идея объединения превратилась на самом деле, ну, подспудно в идею раскола. То есть ситуация сложилась так, что люди начали праздновать формально некое единство, но при этом в своем праздновании начали делиться. Да? Русский марш отдельно, какие-то народы отдельно и так далее, и так далее. То есть праздник, который предполагался как некий ответ 7 ноября, да, поскольку 7 ноября считался тоже такой праздник раскола, да, идеологического, правда, такого социального, политического. Да, была предложена идея 4 ноября. Но на самом деле получилось так, что 4 ноября, к сожалению, раскололо общество еще больше, потому что идеологические расхождения еще как-то можно так или иначе, скажем так, уладить, да, предложил какое-то компромиссное решение, то не решив национального вопроса, да, национальных отношений, предложить его праздновать, ну, на мой взгляд, это было слишком преждевременно. Вот, поэтому, на мой взгляд, мы сегодня потому и празднуем, точнее, открываем клуб именно 4 ноября, потому что считаем, что нужно в этот день, например, в этот день, да, поработать над этим единством, да, а не его праздновать. Потому что праздновать, по большому счету, сегодня, к сожалению, да, нечего. Общество расколото, как идеологически, политически, социально, но уже, к сожалению, и на национальной почве. И решение этого вопроса, к сожалению, сегодня ни государством, ни каким-либо общественными организациями не предложено. И идея этого клуба, основная, да, одна из основных, это найти некое решение или предложить какие-то варианты какого-то, ну, национального единства, реального национального единства, да, нивелировать все межнациональные отношения, да, на основе, например, попытки найти не различия, да, между народами, в культурном плане, национальном, этническом, да, а некие общие. Да, а общие на самом деле у всех населяющих нашей страны есть, безусловно. Иначе мы, так или иначе, на протяжении уже более там, 100, 150, 200 лет мы так или иначе не жили, если бы у нас не было этого единства. Мы должны также обратить пристальное влияние на культурно-историческую и этническую общность, которая проживает на территории Северного Кавказа.
На территории Северного Кавказа находятся три больших объединения казаков. Это Всевеликое войско Донское, Кубанское и Терское казачье войско. Ближе всего к республикам Северного Кавказа, на территории большей части республик Северного Кавказа, находится именно Терское казачье войско. Казаки уже не первую сотню лет живут вместе с народами Северного Кавказа, переняли от них многие обычаи и культуры, становятся близкими по духу и по крови. Казачеству не безразлично то, что происходит в данный момент на территории Северного Кавказа, все те проблемы, этнические, религиозные конфликты, которые сейчас разгораются, то утихают, то разгораются на территории Кавказа. Казаки, имея много общего как с горскими народами Северного Кавказа, так и с русским населением, могли бы стать в настоящее время связующим звеном нормализации межнациональных отношений и урегулирования межэтнических отношений на Северном Кавказе. Однако процесс возрождения казачества, который начался в начале 90-х годов, идет с большим трудом. Казаки, наряду с рядом горских народов, пострадали от большевиков. Они наряду с некоторыми горскими народами были включены в список реабилитированных народов. Но процесс возрождения казачества, к сожалению, сейчас идет не так быстро, как хотелось бы. Отсутствует законодательная база, многие казаки действуют, скажем так, на свой страх и риск. Отсутствуют какие-то четкие законы, прописывающие их деятельность. Не принят единый закон. Существующий сейчас совет при президенте по делам казачества работает по большей части для галочки. Все мероприятия, которые проводятся, довольно-таки неэффективны и особенно на низовом уровне. Также не предпринимается никаких мер по возвращению исконного казачьего населения в их исконные регионы проживания. Так, в настоящее время в казачьих станицах Наурского и Шелковского района Чечни насчитывается не более 50% казачьего населения, а еще в конце 80-х, начало 90-х годов эта цифра составляла 60-70%. Казачество на Кавказе является не только интегрирующим, но и стабилизирующим фактором. Нередко оно играет роль своеобразного успокоителя межнациональных, межродовых, межтейповых конфликтов. И благодаря казачеству эти конфликты в 19-м, начале 20 века были значительно снижены. Казачество не разделяло, никогда и не разделяет этноцентристских настроений, полярных, противоречивых этнополитических процессов, которые происходят сейчас на Северном Кавказе. Она считала и считает, что Россия должна быть единым и сильным государством. А решающая роль в его единении и экономическом благополучии будет играть хорошо организованный, твердый, верующий в его целостность народа. И казачество в этом отношении готово вместе со всеми народами Кавказа строить свой мирный дом.